Если хочется поиграть во что-то, где можно управлять целым государством, участвовать в сражениях или развивать свое поселение, то не стоит игнорить игры в средневековом сеттинге. Это уже вторая часть в цикле для любителей атмосферы. Замки, рыцари в доспехах и так далее. Но если хочется волшебства, welcome в другое видео по теме. Всем здрасте, с вами Настя. Приятного просмотра. Crusader Kings 3. Это масштабная глобальная стратегия, в которой ты управляешь не просто государством, а целой династией на протяжении веков. Игра переносит тебя в средневековье, где власть достигается не только войнами, но и интригами или дипломатией. Тут каждый правитель обладает уникальными чертами характера, навыками и желаниями, что является особенностью игры. Ты можешь быть благородным лидером или безумным тираном. Стиль правления полностью зависит от твоей хотелки. Чего тут только нет. Заключение браков, воспитание наследников, борьба за власть, расширение территорий и взаимодействие с вассалами. При этом смерть персонажа не конец игры, а переход к следующему поколению. Меняй подход. Можно шантажировать, устранять врагов, плести заговоры или разрушать чужие союзы. Иногда именно скрытые действия оказываются эффективнее открытой войны. Карта игры охватывает огромные территории, от Европы до Азии и Африки. Каждое государство имеет свои особенности, культуру и религию, что влияет на тон игры и доступные возможности. Интересный факт. Проект часто называют симулятором средневековой драмы, потому что самые запоминающиеся моменты здесь происходят не на поле боя, а в личной жизни персонажей. Предательство, романы и борьба за трон создают уникальные истории в каждом прохождении. Игроки обнаружили, что можно буквально ломать генетику династии, через браки выводить идеальных людей или наоборот создавать династии с мутациями. Honor. И это динамичный экшен от третьего лица, в котором ты участвуешь в жестоких средневековых сражениях. Главная фишка игры – уникальная боевая система, искусство войны, где важны тайминги, направление ударов и тактика, а не просто нажатие кнопок. Ты можешь выбрать одного из множества героев, представляющих разные фракции – рыцари, викинги и так далее. У каждого бойца свой стиль, от быстрых ассасинов до тяжелых защитников, способных выдерживать мощные атаки. Геймплей строится вокруг напряженных боев 1 на 1 дуэли, командные сражения и масштабные режимы с захватом точек. В игре также есть сюжетная кампания, где рассказывается история конфликта между фракциями. Однако основной акцент сделан на мультиплеере, который постоянно обновляется. Новые герои, сезоны, события и балансные изменения поддерживают интерес игроков годами. Большое внимание уделено кастомизации. Можно менять внешний вид персонажей, оружие и доспехов, создавая своего уникального бойца. Изначально игра задумывалась как PvP-фокусный проект, но позже добавили кампанию, чтобы помочь игрокам освоить механику. Новичкам сначала может быть сложно, порог вхождения высоковат. И интересный факт. Игра сочетает элементы файтинга и экшена, а ее система боя до сих пор практически не имеет прямых аналогов среди других проектов. После релиза игру пришлось почти пересобирать через патчи и забалансировки. И игроки также нашли скрытую механику. Многие герои становились сильнее не из-за урона, а из-за анимации и нечитаемых атак. Farthest Frontier. Это хардкорный градостроительный симулятор с элементами выживания, где ты управляешь группой поселенцев в средневековой глуши. Цель предсказуема – превратить небольшое поселение в процветающий город, справляясь с нехваткой ресурсов, болезнями, погодой и угрозами извне. Игровой процесс строится вокруг продуманной экономики и логистики. Нужно добывать ресурсы, перерабатывать их и выстраивать сложные производственные цепочки. В игре десятки видов сырья, еды и предметов, и все это связано между собой. Неправильный расход может привести к голоду или кризису. Особое внимание уделено сельскому хозяйству. Важно учитывать плодородность почвы, севооборот, климат и болезни растений. Жители не просто статистика, а живые юниты. Они работают, болеют, перемещаются по городу и реагируют на условия жизни. Нужно следить за чистотой воды, питанием и одежды, иначе начнутся эпидемии вроде холеры или чумы. Кроме развития экономики, ты еще должен защищать поселение. По мере роста города появляются налетчики, поэтому нужно строить стены, башни и содержать армию. Но при желании можно включить мирный режим и сосредоточиться только на строительстве. Как хочешь, в общем. Карты генерируются случайно, поэтому каждая новая игра предлагает уникальные условия, разное расположение ресурсов, климат и уровень сложности. Интересный факт. Разработчики делали упор на сложные системы ИИ жителей, и они могли забить на задачу и все бросить, ломая при этом экономику. Пришлось исправлять. Из инсайда. Система производства изначально была проще, но Dev добавили лимиты ресурсов и приоритеты, а то девать было некуда. А также рейды масштабируются от населения и уровня города, поэтому быстрый рост может все усложнить. Half Sword. Это реалистичный симулятор средневековых сражений, где упор сделан на физику, точность движений и историческую достоверность. Игра переносит тебя в Европу 15 века, где тебе предстоит пройти путь от обычного бойца до закаленного рыцаря, участвуя в жестоких турнирах и поединках.
Главная фишка – уникальная система управления оружием. Ты буквально управляешь рукой персонажа с помощью мыши, контролируя направление и силу удара. Боевая система максимально приближена к реальности. Учитывается вес оружия, инерция, доспехи и даже угол удара. Один точный удар может решить исход поединка, но ошибка – привести к мгновенной и очень жестокой смерти. Игра гиперреалистична. Здесь присутствует детализированная система повреждений, от переломов до потери конечностей. Помимо всего этого ты зарабатываешь деньги, покупаешь лучшее снаряжение и улучшаешь броню. Важный момент. Если персонаж погибает, ты теряешь все и начинаешь заново. Доспехи и оружие воссозданы на основе реальных образцов, а механика боя вдохновлена исследованиями исторического фехтования. Интересный факт. Есть отдельная роль в команде разработчиков – специалист по крови, что подчеркивает, насколько серьезно игра подходит к реализму и визуальной жестокости сражений. Проект балансирует между абсолютной жестокостью и абсурдной комедией. Вы можете убить врага табуреткой или случайно самоликвидироваться. Age of Empires 2 Definitive Edition – это обновленная версия культовой стратегии, которая считается одной из лучших РТС в истории. Игра переносит тебя в эпоху Средневековья, где ты развиваешь цивилизацию, строишь города и ведешь войны за господство. Основной геймплей построен на классической формуле: собирай ресурсы, дерево, золото, камень, пищу, развивай экономику, переходи в новые эпохи и создавай армию для сражений с врагами. В игре доступно множество цивилизаций, более 35, каждая со своими бонусами, юнитами и стилем игры. И это создает огромную вариативность. Тактика за викингов будет сильно отличаться от стратегии за китайцев или франков. Тебя ждет более 200 часов контента, включая исторические сценарии, где можно сыграть за Жанну д'Арк, Чингисхана, Саладина и других известных личностей. Каждая кампания — это отдельная история с уникальными миссиями. Definitive Edition значительно улучшает оригинал. Графика обновлена до 4К, переработан звук, улучшен интерфейс и добавлены новые цивилизации, кампании и режимы. При этом игра сохранила классический геймплей, за который ее любят миллионы игроков. Можно играть против других игроков онлайн, в кооперативе или по сети, или поковыряться в редакторе сценариев, позволяющий создавать собственные карты и миссии. Интересный факт. Оригинальная Age of Empires 2 вышла еще в 1999 году. Игра до сих пор активно поддерживается и получает новые дополнения спустя более 20 лет после релиза. Dev рассказывали, что при создании Definitive Edition им пришлось буквально раскапывать код 90-х. Многие системы оригинала были плохо документированы, и некоторые механики оставили как есть, чтобы сохранить дух оригинала. Вот такая подборка средневековых игр у меня получилась. Если тебе нравится такая тема, обязательно дай знать в комментариях. Появилось желание поиграть в одну из этих игр? Ответ да, значит моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.